Всем привет! Сегодня у меня на столе тыква. Даже если вы не очень любите тыкву, настоятельно рекомендую приготовить пирог по этому рецепту. Все, кто его пробовал, думал, что он апельсиновый. Конечно же, нам понадобится тыква, примерно 300 граммов. Ее я натираю на мелкой терке. Также понадобится один небольшой апельсин. Вернее, не сам апельсин, а его цедра. Снимаю цедру с одного апельсина. Добавляю к тыкве. В миске смешиваю 200 граммов манки, 150 граммов сахара и 1 стакан кефира. Жирность кефира выбирайте сами. Немного все перемешиваю. Яйца разделяю на желтки и белки. Белки отставляю пока в сторону, желтки добавляю в тесто. Также в тесто добавляю 1 чайную ложку соды. Не переживайте, кефир ее погасит, и она чувствоваться в пироге совершенно не будет. Немного все перемешиваю. Добавляю в тесто тыкву. Хорошо все перемешиваю. И отставляю тесто в сторону примерно на полчаса, для того, чтобы манка набухла. Пока тесто стоит в сторонке, занимаемся белками. Добавляем к ним 1 щепотку соли и хорошо взбиваем. Взбиваем до твердых пиков. Вот такая вот воздушная масса должна получиться. Аккуратно в несколько заходов добавляем белки в тесто. Смешиваем все очень аккуратно лопаточкой, складывающими движениями снизу вверх. Перемешивая, никуда не спешите. Главное добиться однородности и чтобы масса не осела. А пузырьки воздуха, которые были в белках, равномерно распределились и добавили нашему пирогу еще большей пышности. Вот так. Заранее подготовьте форму. Моя форма диаметром 20 см. Дно я соорудила из фольги и обязательно застелила ее пергаментом. Выливаю тесто в форму. Равномерно распределяю лопаткой. Выпекать пирог буду в духовке, разогретой до 180 градусов, в режиме вверх-вниз без конвекции, примерно 50 минут. Конечно же, ориентируйтесь на свою духовку. Прошел час, мой пирог готов. Извлекаю его из формы и выкладываю на решетку. В таком виде его желательно оставить до полного остывания. Кушать этот пирог лучше, конечно же, охлажденным. Но специально для вас я решила разрезать пирог еще горячим. Вот как говорится, с пылу с жару. Посмотрите, какой он высокий, красивый и ароматный. Запах тыквы вы в нем совершенно не почувствуете. Поэтому, если не говорить, что он приготовлен из тыквы, его съедят все. Даже те, кто совсем не любит тыкву. Попробуйте. Дополнительно я этот пирог ничем не пропитывала. Мне кажется, он и без того достаточно сочный. Но при желании вы можете в сок апельсина добавить немного сахара, подогреть и еще горячим полить этот пирог. Прям в форме. Добавится еще дополнительная сочность. Полный список всех ингредиентов к этому пирогу вы сможете, как обычно, найти в описании под видео. А также вы там сможете увидеть ссылки на другие мои рецепты, которые вас могут заинтересовать.
Если вам понравилось видео, поддержите его лайком, мне будет очень приятно. Заходите чаще в гости, впереди еще много интересных рецептов.